Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание и поговорим о том, почему нельзя отдавать свои вещи чужим людям и свои вещи близким родственникам. Почему это так и что делать, если вы действительно хотите отдать свои вещи, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, жизнь каждого человека состоит из положительных эмоций, семейного достатка и счастья. И когда вы отдаете вещи чужим людям, вы, к сожалению, и отдаете частичку хорошего от себя. Поэтому вместе с вашими положительными эмоциями, явлениями исчезает постепенно и ваш финансовый достаток. Ведь большинство вещей были куплены именно за ваши деньги. Проще говоря, через некоторое время чужие люди приобретут то, что было у вас. Поэтому очень важно не нанести вред своему семейному счастью. Например, вы живете лучше, чем те, кому были отданы вещи. И у людей происходит зависть, которая обязательно вспыхнет в мозгу. Даже если эти люди не желают вам зла, но однозначно будет отрицательным эффект. Поэтому отдавать вещи чужим людям нельзя. Допустим, у вас не сложились семейные отношения в личной жизни, а помните о том, что материал впитывает отрицательные флюиды и быстро передаст их следующей жертве. Это касается любых вещей, даже мебели, постельного белья и обуви. Отдать значит потерять то, что было в вашей жизни. Хотя многие люди стараются отдать вещи и тем самым наладить наоборот собственную жизнь. Но, как говорится, каждый делает то, что считает нужным и удобным для себя. А что будет с другими, мало кого сейчас волнует. Поэтому нельзя близким отдавать и дарить свои вещи. Это в какой-то степени плохая примета бытия. То, что принадлежало вам, дано высшими силами. А тут получается, что вы сами своими руками отказались от кармы. Даже если она плохая, то вы только отодвинули время. Но через определенный промежуток времени все равно все вернется на круги своя. Зачем же тогда усложнять? Пусть пройдет быстрее, и вы станете свободными людьми, распахнете руки к новой и хорошей жизни. Если вы отдаете вещи близкому человеку, то обязательно возьмите взамен одну монетку. Не следует просить много денег. Мелочи будет достаточно, чтобы то, что принадлежало вам, и осталось в вашем доме. Хорошо, если такая мелочь полежит 3 дня дома. Это к семейному счастью. Без денег вещи никогда не отдавайте. В противном случае у вас перестанут водиться новые вещи, а те, которые еще нужны, будут рваться и ломаться. До тех пор, пока не возьмете денежку. Хотите верьте, хотите нет, но предупрежден, значит вооружен. Не стоит отдавать такие вещи, как постельное белье, ножи, спальные места, нижнюю одежду. Иначе в вашем доме просто начнутся скандалы, а через год полная разруха и нищенское существование. У каждого человека есть воспоминания по каждой вещичке в доме. Если сопоставить, то и плохие, и хорошие, которые были с вами. А вот теперь смотрите, если у вас было все хорошо в постели, считайте, что теперь все изменится, и лишь единицы людей знают о таких подробных вещах. Но вы знаете, есть такие вещи, которые крайне неблагоприятно отдавать в руки, поскольку они запоминают и впитывают энергию владельца. И это, например, головные уборы и вещи, которые касались вашей головы и волос. Это могут быть, да, шляпки, шапки, в том числе расчески и заколки и так далее.
Ни в коем случае не отдавайте свою обувь, во-первых, любую, потому что данные вещи максимально близко находятся к главным энергетическим центрам, в которые входит и выходит энергия человека. И они максимально впитывают нашу энергию, и передавать их дальше может быть просто небезопасно. Нижнее и нательное белье, потому что чем ближе к телу, тем больше энергетика человека помнит такую вещь. И это очень важно. Потом сумки, особенно кошельки, потому что данные вещи являлись достаточно долгое время символом вашего процветания. И, соответственно, они зарядились такой энергией. И отдавать их в чужие руки отдавая такие вещи, как сумки, кошельки в чужие руки, может, к сожалению, негативно сказаться на вашем денежном потоке. Нельзя отдавать постельное белье, подушки и особенно матрас. А это вещи, которые находятся близко к телу, а в случае матраса еще и символ семейного благополучия. Как бы их ни было жалко, их лучше отдавать земле. Далее зеркала. Зеркала это всегда особая тема, но считается, что передаривать зеркала дело не из благоприятных. Далее, друзья, речь идет, конечно, о вещах, которые вы носили. Помните о том, что новые вещи можно дарить и отдавать без ограничений. Тогда не забудьте, отдавая, сообщить человеку, что это подарок или дар, чтобы не создавать поток энергии в один конец и не вызвать тем самым ситуацию долга у человека. Остальные вещи вы можете отдавать без проблем, даже одежду. Если вы беспокоитесь о том, что на ней останется ваша энергетика, можете предварительно постирать такие вещи или вещь солью, потому что соль очень хорошо стирает энергетические следы. Для этого просто добавьте 2-3 столовых ложки к стиральному порошку. А что же делать с вещами, которые нельзя постирать? Есть энергетический ритуал, который называется 3 луны. Вам нужно вынести такие вещи на улицу на 3 ночи, чтобы эта вещь увидела 3 луны. И после этого можете быть уверенным, что с вещами полностью ушла энергия прежнего владельца. Для квартиры вполне подойдет балкон, если он, конечно, не застеклен у вас. Можете сделать это и в нежилых помещениях, типа гаража. В принципе, для этого использовать даже можете багажник машины. Что значит вернуть земле или отдать земле ту или иную вещь? Это значит, что вы утилизируете вещь таким образом, что больше ей никто не сможет воспользоваться. Идеально, конечно же, вещь сжечь. Но в городских реалиях это практически невозможно. Также подходит отнести на свалку, помойку, потом это вывозят и закапывают, так что все попадает в землю. Поэтому лучше всего, если возьмете, разрежете те или иные вещи на несколько частей, те же сумки, обувь, шапки, чтобы полностью исключить вторую жизнь этих вещей. Это очень важно. И вы, кстати, можете провести один ритуал, который называется 100 вещей, который позволяет освободить место новому и создать перемены в вашей жизни. Как раз о вещах, которые необходимо собрать и отдать земле. То есть вещи, которые вы отдаете другим людям, технически в нем не считаются. Итак, что для этого надо? Берете пакет большой и обходите дом и собираете в него 100 вещей. Это могут быть любые вещи, которые имеют повреждения, сколы. То есть это те вещи на себя, которые приняли какое-либо воздействие. Это могут быть неработающие какие-то вещи, вещи, которыми вы не пользовались более года, либо не планируете вообще больше пользоваться. Если в доме живет семья, то вы можете собрать 100 вещичек, 100 предметов со всех членов вашей семьи, как бы с дома. И после относим это дело на мусорку. Вот так вы, друзья, можете решить для себя и почистить энергетику в своем доме или в своей квартире.